Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно нового вооружения от стражей. Да, появились новые пушечки, и они прям, ну можно сказать, хороши. Как минимум, интересны. Обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Данная история началась примерно месяц назад, когда была цель сообщества на доставку медикаментов на один определенный мегашип, и был доступ на покупку улучшенных, точнее модифицированных гаусс-пушек стражей. В чем прикол? Можно было купить только, если не ошибаюсь, две, я это дело пропустил и так далее, но был разговор, что это будет доступно всем. Теперь доступно всем, но ко всему этому еще добавили плазму и осколочное орудие. И ребята, работают они, так сказать, ну прям совсем по-другому. Давайте перейдем к тому, как это все дело получить, потому что не все так просто. Вам нужен техноброкер стражей, но не простой, а который находится в одном определенном месте. Если прилетите к обычному, там этого, собственно, не увидите. Это дело находится у нас в Плеядах. Нам нужна вот эта вот система. Система называется Merope. Прям совсем недалеко от Майи. И в этой системе находится как раз-таки тот самый флотоносец, где нам это дело нужно закупить. Вот он, пожалуйста. Bright Sentinel. Нам туда. Собственно, заходим в раздел «Контакты» на этом мегашипе. Тут у нас техноброкер и раздел «Оружие». В чем прикол? Прикол в том, что здесь так же, как с FSD V1. Ну, практически. Вам нужно открывать. То есть, хотите 4 пушки, придется 4 раза тратить материалы. Потом, после того, как вы это уже сделали, вам нужно зайти в снаряжение, выбрать, собственно, непосредственно слот, и в разделе «Экспериментальное» это дело будет вас ждать. Ну, то есть в снаряжении. Это понятно. В плане выбора подвесов и выбора размерности. Первый, второй фиксы, вот вы видите, модифицированные и так далее. И, собственно, та же самая плазма, точно так же, только фиксы первого и второго размера. Давайте хотя бы, прочитаем, что там написано, потому что есть очень интересные вещи. Модифицированное осколочное орудие, класс 2 фиксированное. В общем, вы получите модифицированное дальнобойное и бронебойное осколочное орудие стражей с увеличенной дальностью стрельбы, уменьшенным разбросом, причем я скажу вам очень сильно, и увеличенной пробивной способностью, однако с дополнительной массой, энергопотреблением и тепловой нагрузкой. Для упрощения производства и устранения нестабильности в работе более ранних модификаций, изготовленных на заказ, мы уменьшили минимальную и максимальную дальность стрельбы. Да. Что нужно? Обломки кораблекрушения стражей, компоненты технологии стражей, Германии, фрагмент чертежа оружия стражей. Касательно всего этого фарма будет подсказочка в описании. И преобразователь энергии. Вот преобразователь энергии – это уже товар, который нужно привезти. Касательно товаров поговорим чуть-чуть попозже. Что у нас с модифицированной пушкой Гаусса? Тут у нас получается модифицированная пушка Гаусса стражей с увеличенным боезапасом и возможностью ведения залпового огня, однако с уменьшенной оптимальной дальностью стрельбы. Она, если что, друзья, здесь 1000 метров. Это прям маловато. Естественно, посмотрим, как все это работает вместе с обычным оружием против таргов. В общем, энергоячейка стражей, компоненты технологии стражей, необий, фрагмент чертежа оружия, опять-таки, и термальные охладители, что является тоже товаром, который нужно будет сюда привезти. И, собственно, плазма. Плазменная пушка с увеличенным уроном, бронебойностью, боезапасом и скоростью полета снаряда. Но при этом ее энергопотребление и тепловая нагрузка также будут увеличены. Но прикол, друзья, в том, что скорость полета снаряда, внимание, 6000 метров в секунду. То есть эта штука стреляет, грубо говоря, как рельсы. При этом это плазма. И при этом вы можете также увеличить урон в 17 раз, как это работает с обычной плазмой стражей, когда вы зажимаете, так сказать, гашетку. И здесь у нас энергопроводники стражей, детали вооруженных часовых стражей, мышьяк, фрагмент чертежа оружия стражей и энергообменная шина. А вот теперь давайте разговаривать о том, как нам все это дело получить. Я сейчас говорю по поводу товаров. И это сайт Инара. Да, эта штука сильно помогает нам. В чем прикол? Если не знаете, как ее сделать на русский, спускаетесь вниз, нажимаете русский язык, а дальше заходим непосредственно в товары. И здесь пишем систему, где мы находимся, и то, что нам нужно. Допустим, я хочу тот самый преобразователь энергии. Я захожу и ищу букву P,
преобразователь энергии, нажимаю поиск. Далее мне нужно зайти в экспорты. Это можно в лучшие экспорты, конечно, но я просто захожу в экспорты, где купить преобразователь энергии рядом с миропом. И тут у нас написано расстояние, то есть 0 световых лет, это находится прямо здесь, то есть в самой системе. И пошли-поехали. Расстояние от звезды, количество, цена покупки и время обновления. Чем время обновления меньше, тем лучше. Ну вот тут есть у нас, допустим, парень, вот здесь покупать и будем. Таким образом пролетаем, покупаем, ну сколько вам нужно? Мне нужно 4 единицы одно, 4 единицы другое, 4 единицы третье. То есть в сумме вам нужен еще грузовой стеллаж на 12 тонн. Делаете кружок, собираете все это дело и открываете. И перевозите на флотоносец, либо там, где у вас, так сказать, все дело хранится. А теперь давайте смотреть характеристики и как эта штука работает. Сравнивая с обычной рельсой. То есть обычная рельса и модифицированная рельса. Будет интересно. Вот обратите внимание, сейчас у меня стоит вторая модифицированная плазма. Смотрим на характеристики. Масса, естественно, будет различаться, потому что та третья, это вторая, понятно. Целостность также будет отличаться. Потребление энергии нашей силовой 2,8, 3,1. Урон 4,6, 3,9. Распределитель 1,25. И здесь 2,4. Тепловая нагрузка 6,2. Здесь 7,8. Бронебойность, правда, 95-110. Да, это будет поинтереснее. Но еще скорость выстрела 6000 метров в секунду. И это, друзья мои, серьезно, потому что здесь лишь 1200. Ну и размер боекомплекта также отличается. Давайте смотреть, как это будет выглядеть, когда мы будем стрелять. Давайте смотреть, как все это стреляет, потому что разница есть. Начнем с обычной плазменной пушки третьего размера. Это я нажимаю, если быстро. Перезарядочка. И давайте-ка сейчас, так сказать, усиленный выстрел. Ясненько, понятненько. Теперь давайте смотреть новую плазму. Ну, модифицированную. Ну, вроде бы то же самое, но как бы площадь поменьше, что ли. Объем. Перезаряженный вариант. Вы обратили внимание на скорость? То есть обычная, новая. Обычная, новая. Как бы скорость тут практически... Ну, это реально рельса, только плазменная. Интересно. Естественно, все это проверять, как это работает на торгоидах, я буду на стриме, который выйдет, скорее всего, в тот же день, что и это видео. Но уже к вечеру. Давайте смотреть рельсу. Если, в принципе, так прикинуть, то разница примерно такая же, как между обычной рельсой и имперским молотом. Но есть свое но. В общем, масса, целостность, потребление энергии и урон в секунду у этих штук одинаковые, как вы можете заметить. Но урон за выстрел 9,5 против 38,5. Но не забывайте то, что у нас не один выстрел, у нас их несколько. Далее, тяга распределителя 1,8 против 7,2. Но это также не забывайте выстрелы. Тепловая нагрузка 25 против 6,2. А бронебойность идентичная 140. Максимальная дальность 3000 метров, 3000 метров. Скорость стрельбы 1,2 в секунду, почти 5 в секунду. Скорость стрельбы очередями 10 секунд, скорость стрельбы очередями тут вообще у нас нету. Так что как-то, ну, пока непонятно. Размер боекомплекта понятно, здесь 4, тут 1. Максимальный боекомплект 80, там 400. Урон тепловой везде. Но радиус полного урона здесь 1500 метров, здесь 1200. Это уже как-то, ну, маловато. А так дальность одинаковая 3000 метров. Ясненько. Давайте смотреть, как это у нас выглядит. Давайте-ка смотреть. Как вам? Неплохо так стреляет. Но срабатывает, естественно, не сразу. Обычная пушка Гаусса. И это. Давайте вместе одновременно. В принципе, да, но как бы, ну не знаю.
Они по цифрам получаются примерно одинаковые, но единственное, у обычной рельсы радиус полного урона получше. Так что... Тут я поставлю, наверное, на обычную рельсу. По крайней мере, ну, в этом виде. Естественно, у нас сейчас зона конфликта торговецкие. Я туда буду лететь и ставить 4 таких пушки, 4 таких пушки и 4 таких пушки. Ну, плазморельсы осколочные. Да, кстати, осколочные. Осколочное орудие. Да, опять-таки второй размер против третьего. Масса, целостность. Естественно, разное. Потребление энергии тоже. И потребление энергии нашего варианта больше. Урон в секунду у обычного выше. И, собственно, разовый урон тоже. Тяга распределителя тоже больше у нас. Очень странно. Тепловая нагрузка, 20-очка. Тут у нас 2,2. Бронебойность тут, правда, выше. И, ну, наверное, хорошо. Непонятно. Дальше. Максимальная дальность 3000 метров на секунду. Здесь 1700. То есть в 2 раза дальнобойнее. Очень странно, как по мне, для дробовика. Дальше. Скорость выстрела. 6300 метров в секунду. Как вам такое? Еще быстрее, чем плазма. Тут 1133. Скорость стрельбы 1,7. Здесь такая же. Размер боекомплекта. Остальное все идентично. Радиус полного урона, правда, здесь 1500 метров. Тут 1700. Но это как бы и максимальная дальность, и разлет, и все остальное. В принципе, давайте-ка посмотрим хотя бы на эту кучность. Давайте-ка посмотрим сначала обычный вариант. Ну, как бы, мы это уже видели и не раз. Били таргов и напрям в боеприпасах. Били торгоидов. Ничего прям супер такого я не вижу. Теперь модифицированное. Вы посмотрите просто, как плотно все это дело летит. Давайте-ка со стороны посмотрим. Ребят, но, блин, кучность просто сумасшедшая. И это даже не как обычный дробовик и миротворец. Вы будете попадать. И расстояние, радиус полного урона, максимальная дальность. Но меньше урон, но как бы второй размер можете поставить на корабли другие. Кстати, да, поскольку размер у нас меньше, мы можем вставить эти пушки, что на Крайт, скажем, Фантом, что на Анаконду. 4 двойки будут одинаково наносить урон, но скорость, маневренность и все остальное будет разное. Не терпится на стриме посмотреть, как это будет работать против тарков. Просто, ну, это очень непривычно. Завораживает. Это, друзья, не так починили тени, как они говорили. Стоят высокие настройки, если что. Я просто офигеваю. Давайте подводить итоги того, что мы увидели, но не забывайте то, что на таргов я еще с этим не летал. И полечу. И изменятся ли мои мысли в этом плане, либо нет? Вот и посмотрим после стрима, который будет, повторюсь, в этот же день, как выйдет видео, скорее всего. Так, собственно, вот. Плазма. Ну, как минимум, мне уже нравится то, что эта дура летит гораздо быстрее. 6000 метров в секунду – это почти стрельба, равноценная рельсотрону. И это, ну, очень и очень удобно. Ну, правда же. Рельса. Тут такое дело. Один выстрел, либо много маленьких выстрелов. Сейчас объясню, как я это вижу для себя. Я стреляю рельсы и промазываю. Обычный. Ну, так случилось. На пару пикселей сдвинул, на пару градусов сдвинул и так далее. Но, когда я стреляю с модифицированной, у меня несколько выстрелов подряд. 4 штуки. Шанс попасть, как минимум, выше. По идее, должно быть лучше. Что касательно осколочных орудий, как бы они, ну, слишком близорукие были и очень большой разброс. То есть на расстоянии километр-полтора там все уже в молоко летит. А здесь прилетает уже так ощутимо более кучно, что тоже может показать себя хорошо, но урона мы наносим меньше. Но не забывайте то, что у обычного осколочного орудия был очень и очень большой разлет. Я думаю так. Рельса мне понравится новая. Осколочные тоже.
По поводу плазмы не уверен, я с ней так и не подружился. Именно вот с торгоидской плазмой. Точнее, антиторгоидской плазмой, то есть плазмой от стражей. Вот насчет нее, правда, не уверен. Хоть и скорость полета снаряда хорошая. Рекомендовать вам брать то или иное пока не могу. Нужно будет провести тесты. Причем не только на циклопах, но и, собственно, выше тоже. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, друзья, и там уже больше 5000 видео. Те, кто говорят то, что в этой игре нечем заняться и мало контента, ребята, они не правы. Контента тут дофига, поверьте. Как бы количество видео это подтверждает. Плюс, многие видосы я структурировал, что это означает. В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, стражи, торгоиды, интересные различные места, как собирать различные фиты, куча всего полезного, пользуйтесь. Но все-таки общая, так сказать, информация находится в одном большом плейлисте. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, кооперироваться, чтобы поиграть там в КС-ку, в дотку, во что угодно, не осуждаю. Сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу. И еще такой момент. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее, и мы расширяемся. Если хотите принять в этом участие, то вам в Discord. Там подробные правила вступления и так далее. Шнуры мы не дергаем, как минимум. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. И еще скоро будет стрим по таргам.